Всё, ссылочку бросила. Звук вроде бы есть. Но можно еще послушать. Так, сейчас послушаем. Всем привет, привет, кто присоединяется. Сейчас посмотрим, послушаем, есть звук или нет. Всем привет, привет, кто пришел. Привет, привет. Всем привет. Пишите, есть звук? Есть. Так, пообщаться. Как у вас дела? Пишите, кто пришел. Всем привет, 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 кто пришел. Любовь, привет, привет, пишите, как у вас дела, вы откуда, что у вас за погода. Я вообще-то ненадолго. Так, в общем, напомните о себе. Мария, привет, привет. Рассказывайте, как дела. На основном канале выгрузила такой короткий шортик. В принципе, ну, типа того, что там обсуждают в социуме, несколько тем. Ну, я их очень хорошо разобрала, и, в принципе, так как вы по поводу этих тем писали, да, там вопросы к Таро, поэтому я их разобрала, естественно. Что были там? Ну, вы видели, наверное, короткий шортик, который на основном канале. Я там, в общем, намекала, что я разбирала. Ну, например, о том, что блогеры интенсивно обсуждали, ну, те, в принципе, которые реально армии группы BTS, а также, в общем, вегукеры обсуждали тему, там был непонятно, где это видео, честно скажу. Где-то, в общем, кто-то дает какие-то ссылки на эту женщину. Всем привет, привет, кто присоединяется. Женщина, которая там, в общем, желает нанести, то есть есть у нее какие-то желания, там, типа предположительно были высказывания, что она вот там, в общем, желает, ну, какие-то угрозы в адрес Ким Тэхёна. Понимаете, я о чем, да? Вы слышали об этом или нет? Напишите. Я там, в принципе, коротенький шортик приложила на основном канале, что обсуждает в социуме. Но это блогеры обсуждают типа в защиту и рассказывают, что кто-то где-то что-то выгрузил. Но если разобраться, в общем, понимаете, ну пишут, это серьезно и требует немедленного внимания. Ну, на самом деле, да, вот как бы все взято откуда-то, откуда непонятно. Первоисточника я так и не нашла. Ну, я не очень-то, конечно, много времени этому уделяла, прям посвятила чисто, чтобы найти эту женщину, да, вот. Но как бы ситуация такая есть, и вообще, можно сказать, разлетелась по соцсетям и живет своей жизнью, да, это, в общем, обсуждают. Вот. Возможная угроза в адрес Ким Тэхёна. И ключевое слово, в общем, везде так пишут «возможно», да. То есть конкретно ничего никто не говорит. И вот в этих постах, которые гуляют в соцсетях, да, в социуме, прямо указывается, что речь идет о слухах.
а не о подтвержденном факте. Как такового факта нет такого, да. Хотя, например, ее там и лицо, в общем, да, вот. Возможно, есть где-то и видео даже от нее. Я, в принципе, этого не видела. Вот. Те авторы, которые размещают это, пишут, что прямых доказательств нет, только пересказывают. Напишите, вот, девочки, что вы знаете по этому поводу. Ну, вообще, сначала, в общем, как происходит вообще у нас, в нашем фандоме, да? А, слухи, в общем, да, лица, ники, призывы сделать вирусным и массовое давление. А вирусным типа того, что даже уже там пишут, в общем, в компанию Хайп письма в защиту Ким Тэ-хёна, да? Вот. Это как бы своего рода не безопасность, а, в общем, такой самосуд, что касаемо женщины. И, возможно, вы мне сейчас там напишите: ой, вы что, против Ким Тэ-хёна? Нет, я против как бы того, что это же не подтвержденное. Ну, как у нас любят, сначала собирают подписи, готовят письма, а потом разбираются, как бы оказывается, что такого, в общем, и не было. Да? Решили там женщину эту, в общем, кому-то она там насолила, возможно, да, они ее решили, как бы, да, давайте там напишем по поводу нее там всякое разное, и пусть, в общем, ее там заблочат, да. Вот. Реальная угроза, ну, вот нужно понимать, да, это. И если это реальная угроза, да, естественно, будут заниматься там служба безопасности, полиция, организаторы, компания, потому что мы знаем, что концерт у группы BTS. Вот. И, естественно, это должно заниматься компания. И, в общем, а, официально на сайте Hype должны быть какие-то сообщения, должна быть какая-то информация. Вот. Но нет подтвержденных доказательств, нет официальных заявлений, есть только сообщение о том, что информация передана компании, в общем, да. Ну и рассказывают, в общем, об этой женщине. Вот. Много шума, вот, страха, домыслов, какая-то паника такая, да. Вот. Какие вопросы, в общем, да, вот написали по поводу этого. И, например, я так подытожила, ну, достану карты, либо у меня конкретно либо делать полноценный расклад на эту тему, да, и выгружать, либо просто мы достанем карты, там спросим, да, нет, какая энергетика выйдет, в общем, можем обсудить это. Если бы это был Чонгук, вы бы так не говорили, ведь все знают, что вы фанатка Чонгука. Вот. Не важно, мы какие фанаты, понимаете, да? То есть это слухи. Это слухи, нет подтвержденной информации. Вот если вы видели видео этой женщины, да, там в ТикТок или где там на YouTube, что эта женщина реально говорит, бросьте ссылку, да, вот в телеге, вы же там в телеге тусуетесь, бросьте в телегу ссылку. Вот, карты у меня сегодня и венецианская такая колода можно достать, в общем, карт много, да, ну, достанем, и вопросов много. Вообще там я, когда выложила коротенький шортик с таким намеком, да, что я буду обсуждать тему, типа превью, да, вот, и как бы, естественно, есть эти темы и есть по этим темам вопросы, вот. Первое, что какова реальная энергетика текущей ситуации вокруг безопасности Тэ-хёна, да? Какая реальная ситуация? Вообще, скажем, у нас 4 стихии в картах Таро. Здесь может быть, ну, скажем, если разделить 4 стихии, может быть там мечи, это искажение какое-то. Сюда же может быть плюс жезлы, манипуляция, может быть, да, страх, жезлы, угроза, в общем. Ну, вот такие карты. Что-то такое, да. Ну, чашки могут выйти к тому, что просто говорят об этом.
Вот. Ну, мы достанем. Какова реальная энергетика текущей ситуации вокруг безопасности Тэхёна? Вот, давайте достанем карту. Какова? Паш мечей, вот вышла карта. Паш мечей, я говорила, мечи могут выйти, да, на эту ситуацию, и здесь может быть в мечах, в паш мечей, здесь может быть манипуляция. Страха нет здесь, не надо за это бояться. Здесь идет манипуляция. В паш мечей может быть искажение каких-то фактов. Вот. Угрозы нет, страха нет. Здесь может быть только манипуляция и искажение фактов по этой карте. Но однозначно информация есть по этому поводу. Вот. Дальше. Есть ли у этой ситуации реальный риск или физическая опасность? Ну, если, например, скажем, физическое что-то, то должны там жезлы выйти, да, мечи могут выйти. Есть ли в этой ситуации реальный риск или физическая опасность, в общем, да? Семерка кубков вышла карта. Ну, в общем, как бы тоже карта разговоров, да, то есть, ну, общаются поэтому. То есть эта карта, она не несет, как правило, что-то конкретное. Семерка чаш вышла. Вот. Это просто разговоры. Вот я вам скажу прямо честно, эта карта просто, ну, вода, чашки, просто вот разговоры. Что является главным источником происходящего напряжения? Ну, здесь может быть различные факторы, там и люди, эмоции, внешние обстоятельства, прошлые какие-то события, в общем. Что является главным источником происходящего напряжения? Давайте вот достанем. Семерка пентаклей. Вот конкретного человека не вышло. Семерка пентаклей, опять же. Что является главным источником происходящего напряжения? Возможно, какие-то прошлые события, что касаемо этой ситуации, внешние обстоятельства, потому что карта затрагивает внешние обстоятельства. Людей не вышло, эмоций не вышло. То есть реально есть какая-то почва под этим. Ну, например, карта может говорить о том, что какая-то ситуация, событие, возможно, это обсуждали, возможно, говорили, возможно, есть желание это сделать у кого-то, не исключено. Вот. Что является главным источником происходящего? Какие-то, да, обстоятельства и прошлые события. Это тянется с прошлого. Даже смею предположить, если это касается женщины, да, то, возможно, она, в общем, ну, если действительно эта женщина есть, допустим, да, и эта карта может намекать на это, да, то она, в принципе, давно уже, в общем, неровно дышит, может быть, да, что касаемо Тэхёна. Так, как эта ситуация развивается сейчас и к чему она ведет в ближайшее время? Да, что она там усилится, затухнет, трансформируется, как-то по-другому будет, да, вообще. Так, как эта ситуация развивается сейчас и к чему она ведет в ближайшее время? Двойка пентаклей, вообще карта такая, знаете, а, баланса какого-то, да, то есть эта карта, вот он, видите, балансирует, здесь море какое-то, в общем, ну, море, камни, и, в принципе, чтобы не упасть, да, то есть нет ровной почвы под ногами, то, в принципе, карта баланса. Что так? Как эта ситуация развивается сейчас, к чему она ведет в ближайшее время? Тут, ну, скажем, по этой карте усилится, затухает или трансформируется. Ну, карта такая, знаете, она, в принципе, нет конкретной, нет действий в этой карте как таковой. Это карта выбора, подумать, в общем, как действовать дальше и так далее. В принципе, нет как бы в этой карте особо каких-то действий, да. Как она сейчас развивается в ближайшее время? Нет в карте, да, карта своего рода может быть, как бы, быть развитие какого-то, но это на таком уровне, да, человек еще, в общем, если касаемо этой женщины, она еще там, в общем, колеблется, да, что делать-то, в общем, да.
Защищен ли Тэхён на энергетическом и физическом уровне, да? Вот. Есть ли у него защита у Тэхёна? Рыцарь кубков. Ну, в общем, карта дружелюбия вышла. Однозначно, это можно сказать даже и в защиту, поддержку. Реально, эта карта, ну, все-таки рыцарь, там, если там поступили какие-то жалобы от армии, да, армии же написали много такой информации от блогеров, то, в принципе, компания вот по этой карте обратит на это внимание. Карта такая, в общем, ну, энергетика у этой карты хорошая, да. С одной стороны, в этой карте есть такое, знаете, ну, дальше разговоров дело не пойдет, в общем, может быть в этой карте в негативе. Но, в принципе, карта как бы обратить внимание, пообщаться, в общем, в таком ключе. И что касаемо компании, я намекнула, говорила о том, что этим должна заниматься компания, и блогерам там смысла нет развивать эту тему, потому что на самом деле источник достоверный этого всего неизвестен, и нет конкретных видео, да, вот, в общем. Вот. Защищен ли Тэхён по рыцарю? В этой карте есть поддержка. Охраны в этой карте нет, что все, что это просто как бы реальная угроза, это охрана, это не охрана. Если в этой контроль, безусловно, контроль какой-то ситуации, в общем, поддержка, да. Обратят внимание компания, да, написали в компанию, в общем, обратят. Как фандому и зрителям вообще лучше себя вести в этой ситуации, скажем, да, и те, кто меня смотрит сейчас, давайте так, достану вам совет сюда, в общем, как вам, ну, например, поможет ли вам это, да, или наоборот, помочь, возможно, вам, да, я же вам достала карту, помочь в этой ситуации или как бы еще более там, да, враждебно вести по отношению к этому. Королева кубков – это карта, можно сказать, посмотреть со стороны. Это карта не таких конкретных действий, ну, скажем, да, в этой карте больше посмотреть, как будет дальше все происходить, да. Но карта, безусловно, поддержки. Вот. И не усугублять однозначно по этой карте, а наоборот помочь. Да, это карта помощи, заботы, да, и если кто-то, в принципе, поддержал тех блогеров, которые написали в компанию письма, то, конечно, вы молодцы. Я прямо говорю об этом, потому что карта на это намекает, да, что это, в общем, неплохо было бы сделать. Какой главный урок и смысл несет вообще эта ситуация в корне, да, и для армии, скажем, и, в общем, и для Ким Тэхёна, ну, в общем, да, давайте на ситуацию, карту. Зачем она появилась и вообще, как бы, чему она научит вообще конкретно всех? Десятка мечей вышла карта. Это карта реального урока и ситуации, безусловно. Зачем она появилась? Ну вот по десятке мечей я хочу сказать, что это действительно есть такие, ну, например, неадекватные люди, которые готовы нанести какой-то вред. Вышла десятка мечей. Десятка мечей вышла. Такая карта, знаете, серьезная, в общем. К примеру, да, смысл какой? Ну, я хочу сказать, для армии, наверное, нужно, как бы, да, возможно, эта карта с мыслями связана, с разговорами. И кто-то написал, что вот Валентина пишет, дыма без огня не бывает. На многих каналах я уже про это читала. Это женщина, которая жаловалась на Тэхёна, что он Чимина унижает, неизвестно, что у нее в голове. Ну, в принципе, десятка мечей, она может говорить о том, что это карта обмана, ну, может наговаривать там чего-то, говорить, это карта резкости, очень таких, знаете, конфликтов может быть, да, таких суждений, ну, агрессивных все-таки десятка мечей, заметьте.
Вот, но как бы, какой урок для армии, в принципе, да, что такое реально может быть с айдолами, да, что вот фанаты, есть неадекватные фанаты, и они могут конкретно наносить какой-то вред. Даже если, ну, не физически там что-то, да, но, к примеру, просто говорить очень плохо, там, писать, ругать и так далее, и наносить, естественно, этим вред. Энергетически карта очень тяжелая, в общем, десятка мечей, и несет, естественно, ну, как бы плохую энергетику, скажем, да. Из всех карт, которые я достала, видно, что есть женщина, выходила женщина, выходили карты реально действий. Ну, например, вот даже двойка пентаклей, она, конечно, такая на уровне колебаний, делать это, не делать, в общем, и так далее. Но, в принципе, ну, как бы действие какое-то идет изначально, да, есть такое. Тянется это уже с прошлого, потому что вышла семерка у нас пентаклей, да, то есть это реально есть почва у этого человека под ногами. Ну, если вот карты объективно, не энергетику как бы, а подытожить, да. И десятка мечей как бы реально есть такие, которые бы нанесли урон, в общем, да, и, в общем, карта в общем, не то, что там какого-то страха, искажений, паники, в общем, или еще чего-то. Это реально такая карта нанести. Даже по этой карте, несмотря на то, что десятка мечей, может быть физическое какое-то, ну, в общем, что-то физическое, какое-то воздействие. А, Да, в общем, из всех карт, которые вышли, можно сказать, что да, есть такие конкретно люди, которые готовы нанести вред непосредственно вот айдолам, да. Вот так. Вот. Дальше, вот, например, по поводу Тэхён лайкнул, в общем, пост с ребенком. Ну, давайте так вот уберем вот эти истерики, там, мифы какие-то в этом ключе. Я хочу сказать, что, ну, во-первых, давайте разберемся логически, что касаемо этого клипа, да, ой, этого поста. Естественно, он публичный, да, вот, профессионально ведется уже давно, там очень много подписчиков, аккаунт ребенка публичный, им управляет мать, это достоверно известно. Контент уже давно в инфополе, Инстаграм, коллаборации, YouTube. Но тут, знаете, как бы многие задались вопросом, почему как бы вот, ну, Тэхён айдол, и он, в общем, зарепостил там или лайкнул именно этот пост. Да? Вот в медиа, например, мало таких контентов есть, где айдолы открыто там что-то такое подобное делают. Потому что, понятное дело, что об этом будут говорить, да, что бы там, ну, как бы он не сделал, об этом будут говорить. Понятное дело, да. Вот. Но, знаете, хочу сказать, прежде всего, сам контент, который с ребенком, там музыка Тэхёна, ну, например, можно привязать к фанатскому чему-то. Ну, например, он листал ленту, услышал свою песню, и, в принципе, как бы красиво, визуально ребенок, тепло, да еще под музыку, вот тебе лайк, в общем, да, ребенка. Вот, можно сказать, это реакция больше на использование его работы. Ну, к примеру, ну, так, если подытожим, да. Вот. Вообще, если как бы разобраться тоже еще логически, что касаемо этой ситуации, сам вайб поста вот совпадает вообще с эстетикой Тэхёна. Если вы здраво порассуждать над этими, посмотреть, в общем, конкретно. Здесь тихий, зимний, мягкий визуал, белый, красный шарф, спокойствие. Это ровно тот тип атмосферы, который он любит и поддерживает, да, ну, скажем, в общем. Это, ну, скажем, здесь нет такого, там есть, пишут, да, нет сексуализации какой-то, не хайпа, в общем, да, естественно, не создал он шум вокруг этого. Это просто вот, скажем, эстетика и настроение, давайте так, да, ну, если как бы, в общем, обобщить.
Вот, реакция матери на это, да, все видели, естественно, в социуме нормальная, человеческая, эмоциональная, да, она очень обрадовалась этому, нет, подождите, я не могу уснуть, я так рада, в общем, она счастлива. Удивление, редкость, шок от внимания айдола, понимаете, да? Тоже нет, я считаю, там нет никаких там провокаций, нет никаких подводных камней, и вообще какую-то теорию строить из этого. Но мы, как бы, знаете, фанаты, и мы всегда любим разбираться, копаться в этом, и я не осуждаю, в принципе, никого вообще абсолютно, потому что и сама также размещаю что-то подобное. Здесь, в общем, у каждого свой взгляд, настроение, и каждый может делиться, в общем, ну, в плане тех даже комментариев, как пожелает, в общем, да. Вот, обычная реакция человека, вот, что касаемо Тэхёна, да, заметил пост, в общем, с миллионами подписчиков, да, скажет, ну, вот, видите, как. И визуально, в принципе, да, вот его эстетика, и плюс еще песня. Вот, здесь как бы вопрос тоже такой обсуждали в социуме. Айдолы лайкают, в общем, ну, здесь, знаете как, я больше, наверное, вам скажу. Айдолы, например, если даже промониторить, посмотреть в социуме, они больше лайкают не кого-то, ну, например, каких-то людей конкретно ради чего-то, а больше, например, а что, да, ну, визуал, как я и сказала, и песня, да. Увидел, откликнулась, понравился контент, понимаете, да, внимание, никаких заявлений нет конкретно по этому поводу. Ну вот, почему вокруг много шума? Ну, во-первых, Тэхён, в общем, а еще, знаете, вот в таком плане, в таком ключе айдолы мало, я еще раз скажу, очень редко проявляют такую активность, вот чтобы так вот сделать, да. Но хочу сказать, любые действия, в общем, масштабно раздуваются фандомом, что бы то ни было. И вообще, как бы фанаты, да и вообще, как бы это закономерность человечества, что, в общем, любим додумывать, в общем, не то, что придумывать, а думать, да, вот. Увидел красивый пост, своя песня, лайкнул, и ничего, в общем, там такого особо и нет, да. Но как бы вы мне прислали для карт Таро вопросы, я не буду еще раз повторять, в общем, хотя почему нет, не буду, да, не буду. Еще раз просто скажу, что нет скрытого послания, нет особого выбора ребенка, чтобы вы понимали, да, нет намека на личную историю, если проанализировать. Конечно, у каждого, еще раз скажу свое мнение. Нет нарушения границ со стороны айдола, просто импульсивный лайк, совпадение эстетики и мгновенная, просто масштабная реакция соцсетей, в общем, на это, да. Но карты Таро, естественно, давайте достанем, да. Ну, давайте эти вот, а я их держу в руках. Вот. Какой истинный смысл лайка Тэхёна в этой ситуации? Тоже как бы у нас есть реально 4 стихии, и мы сейчас, в общем, будем доставать, посмотрим, да, вот именно, что будет выходить, да. Каков истинный смысл Тэхёна в этой ситуации? Мы прям к Тэхёну задаем вопрос Тэхёну. Вот такая карта вышла. Карта вышла суд. Вообще вышел старший аркан. Ему, естественно, если вышел старший аркан, ему, конечно, очень это сильно понравилось. Это как бы это реально считывает его энергетику, внутреннее состояние. Это, в общем, в этой карте есть образ какой-то, карта суд, музыка, и здесь и эмоции, и момент в этой карте. Вот я скажу, карта суд, если бы вышли какие-то младшие арканы конкретно, да, которые определяют, там жезлы могут определять импульс, например, пентакли могут определять состояние человека, ну, тут здесь, в общем, эмоции.
какой-то момент, может быть, там и мечи, и чашки. Вот в этой карте все это есть, понимаете, да? То есть реально ему понравилось. Но был ли в этом, ну, например, ну, или так скажем, что именно он увидел и на что откликнулся, ставя лайк? Ну, например, да? Я уже сказала, там музыка, образ, эмоции, момент, да, в общем. В этой карте есть, в общем, состояние какое-то. Ну, суд – это реальное послание, да. Вообще, есть ли в карте суд как случайность? Безусловно. Вот. И импульс, скажем так, да. Что увидел он, я вам сказала, да, вот в этой карте в суд все можно сказать, да. Здесь нельзя разделить там отдельно эмоции, образ какой-то, музыка или какой-то момент. Здесь в этой карте есть все. Карта суд вышла. Вот. Был ли в этом действии осознанный расчет или это спонтанная реакция? Здесь хочу, если мы возьмем эту карту суд, это реально момент, в общем, и эмоция, и момент. Но я достану карту на это. Был ли, потому что вы так пишете, был ли в этом действии осознанный расчет или это спонтанная реакция? И вышла королева чаш, это, можно сказать, чаши, они говорят, тоже могут о эмоции говорить, о моменте. То есть осознанного расчета нет. Смотрел, помните, перед этим достала тоже, мы обсуждали только что даму, в общем, дама в Панаме, да, дама в Панаме, которая там несет предположительно угрозы Тэхёну. И мы достали королеву чаш, да, и я вам говорила о том, что это вот наблюдение со стороны, да. Эту карту мы доставали для фанатов. Здесь тоже вышла эта карта. Она говорит, что в этом карте нет осознанного какого-то расчета, понимаете, да? Есть ли спонтанная какая-то реакция? Безусловно. Вот. Но это больше спонтанная реакция, больше к суд, карте суд. Здесь все-таки, наверное, больше какой-то момент, да, и вот эмоции. Если мы возьмем, например, дальше вопросы, которые вы прислали, например, почему эта ситуация произошла именно сейчас. Ну, так себе, вот, знаете, много кое-что пишут, в общем, что они там и знакомые, ну, много пишут, можете почитать комментарии, да. Вот, но я хочу сказать, почему именно сейчас. Ну, в принципе, все понятно, почему. Увидел и лайкнул, да. Как текущее эмоциональное состояние Тэхёна влияет на его поведение в соцсетях? Ну, мы знаем, как это влияет. Что этот лайк говорит о его внутреннем периоде сейчас? Давайте достанем карту. Так. Что этот лайк говорит о его внутреннем периоде сейчас? В общем, вышла карта «Семерка Пентаклей». Карта, знаете, можно сказать, карта тишины, восстановления, спокойствия. Вот просто на картинке даже посмотрите, да, спокойно сидит такой. Уход от шума, потребность в мягкости. А еще карта поддержки какой-то, поддержать, в общем, кого-то. Ну вот понравилось, поддержал. Очень хорошая карта, да. А еще карта, знаете, это добавит что-то, да, вот именно хозяйки этого поста, в общем, да, ну, как бы это карта накоплений своего рода, это в плюсик, в общем, хорошая карта такая, да. Но именно для Тэхёна, можно сказать, восстановление, да, то есть можно сказать, увидел этот пост, его музыка, да, там ребенок, вот, и, возможно, это, ну, как подпитка своего рода, потребности в чем-то, в общем, да. Хорошая карта вышла. Реакция социума, здесь вот, что касаемо фандома, ну, например, можно сказать, фандом всегда там искажает что-то, да, я говорила об этом, усиливает смысл этого лайка, в общем, да. Есть ли в реакции публики преувеличение или проекции, не связанные с реальностью? К чему приведет массовая интерпретация этого действия, да? Вот. Утихнет это, ну, мы знаем, что все такое, что происходит,
постепенно утихает, забывается. Даже что касаемо Тайкук, в общем, да, вот мы сколько спорим по этому вопросу. Ну, к примеру, там Вигу выгружают что-то там совместное, да, ну, сначала эйфория, потом все это забывается, как вроде бы ничего и не было, да. Карта, в общем, знаете, ажиотажа, можно сказать, суждений. Здесь карта вышла, девятка жезлов, это карта окончания, в общем, да, это утихнет. Кто-то, в общем, здесь он, смотрите, перевязана голова, в общем, да, я говорила, это карта сплетен, суждений, ну, девятки, они к этому подвязаны. А здесь нет такого, что перерастет в какую-то новую волну, да, вот. Кто-то, в общем, в результате того, своих реакций, это карта импульса, реакции, в результате того, что, например, даже если касаемо фанатов, кто-то себя там неадекватно ведет, вот с больной головой и останется, в общем, да, потому что, возможно, кто-то ответит недоброжелательно и так далее, и, в общем, поймает отрицательную энергетику, ну, скажем так. Границы, риски. Несет ли эта ситуация реальные риски для него? Репутация, эмоции, эмоциональная, физическая. Я хочу сказать, я вначале говорила о том, что как бы есть такая статистика, если посмотреть, логически проанализировать это, то, в принципе, айдолы мало такого, что делают, в общем, поэтому недаром этот вопрос. Есть ли необходимость для него как-то реагировать или прояснять ситуацию, ну, например, там, да, что лучше всего сохранить сейчас, тишину, дистанцию или активность, да, вот. Но мы больше, например, ну, давайте, какая карта вышла, да, что в этой карте, видели, как это, какая карта, что несет реальные риски для него, ну, да, в общем, ну, например, здесь может быть дисбаланс нарушен, но в плане того, что, возможно, где-то получил положительное, где-то отрицательное, видите, карта вышла, да, что лучше всего сохранить сейчас, тишину, дистанцию или активность? Затухание, да, тишину однозначно, прошу прощения, дистанцироваться от этого, да, никакой реакции и прояснять ситуацию по этому поводу, что касаемо Тэхёна. Я для него, в общем, достала карту. Понимаете, да, какая карта вышла? То есть в любом случае, да, я думаю, он почитал комментарии, я думаю, как бы однозначно посмотрел и увидел, наверное, что-то хорошее, что-то плохое, в общем. Вот. Я, наверное, не буду доставать, какое главное послание эта ситуация несет для него, там, для фанатов. В принципе, мы уже об этом хорошо поговорили, да. Что касаемо уроков, тоже нет смысла доставать, да. По поводу завершения в ближайшее время я достала карту. Карты вышли утихание, я сказала, да. Ну, там посмотрим. Ну, если, например, можно было бы еще доставать карты, ну, вот вы пишете, да, вот какие вопросы, я просто вам зачитываю, вы какие прислали. В чем истинный смысл лайка, спонтанность, осознанность, что происходит внутри него, ну, я более подробно разобрала, какова реальная значимость этой ситуации. И, в принципе, чем закончится, мы все с вами разобрали. Смысла, в общем, как такового уже больше нет. Дальше я там, в общем, тоже говорила, ну, как бы выгрузила и намекнула это, в общем, не про тур, а проявление, скажем, да, что происходит сейчас в BTS, больше миллиона в очереди, больше миллиона человек в очереди, перепродажа в ноль, солд-ауты такие, в общем, платформы даже не делают вид, что почти, это, в общем, настоящий идеальный солд-аут, что касаемо продажи билетов, да, ну, в общем, 34 города. Мы на предыдущем стриме говорили об этом масштабно, и последний лайв от них намекал, по-моему, Намджун, говорил, это не, в общем, все, что они дают, еще больше дадут. 81 концерт, стадионы, которые до них брали, только единицы. BTS становится вторым в истории. Вот.
это не сравнение, это уровень, да. А, вот, президенты стран комментируют концерты. Я хочу сказать, я тоже в торговом центре вот дня 3-4 назад была, в общем. На прошлом стриме тоже говорила о том, что путешествие было, да, и по радио тоже говорят о концертах, предстоящих концертах, а также в магазине там, ну, в торговых центрах как-то сейчас очень много песен группы BTS. И я такая, как услышала, Джина была песня, и думаю, так, знаете, так стало тепло, думаю, блин, и даже вижу комментарии, кто-то там пишет у нас в телеге, что я вообще так счастлива от того, что я сейчас именно в это время и именно с группой BTS, я от этого просто счастлива, да, многие так пишут, в общем, об этом, да. Так, пишите, пишите, кто пришел, поздоровайтесь. Так, ну, я короткий шортик выгрузила, я просто ищу вопросы. Также были вопросы, там немного вопросов, но они были, да. Что касаемо группы BTS, вот просто масштабный тур BTS, рекордные очереди, мгновенные солд-ауты, дополнительные даты, внимание СМИ, даже заявления политиков. Но вместе с ростом масштаба всегда растет и нагрузка, эмоциональная, физическая, организационная, энергетическая. И вот тут женщина резко какая-то всплыла, да, с угрозами, что она там придет на концерт и, в общем, всех накажет. Вот. И этот расклад, да, тоже да, нет, давайте спросим, в общем. Так, тоже будем как бы об энергетике, какая карта выйдет. Какая общая энергетика мирового тура группы BTS, да? Ну, мы много раскладов на эту тему, много-много делали, ну, давайте, в общем. Что у нас карта выйдет, да? Такая карта вышла, паж кубков. В этой карте, знаете, можно, если бы я так сейчас начала говорить, там, испытания какие-то, трансформации, завершение этапа. Да, в этой карте есть паж кубков, вот такая карта. Есть, конечно, безусловно, испытания на будущее. Это карта будущего, начало, вот это реально тур, в общем, да. Также карта, знаете, несет огромный интерес к этому. И если, ну, например, что касаемо фанатов, да, в паже кубков, паже чаш, можно говорить о время, да, время может затрагивать, потребность, коллективная потребность, скажем, да, он сидит там, паш такой час, да, коллективная потребность друг в друге, что касаемо группы BTS. В этой карте, ну, паш, начало, да, это не говорит о кульминации, завершении, да, это однозначно новый уровень карта, да. Нет здесь закрытия какого-то цикла, это карта возвращения нового уровня. Безусловно, очень классная карта вообще, паш чаш. Вот. Карта с творчеством связана, с общением. Что касаемо нагрузок и рисков, вот вы пишете, где находится там основная точка напряжения в этом туре, есть ли какие-то реальные риски, связанные с таким масштабом тура, в общем, да. Я не буду, конечно, разбирать, да, какие регионы или этапы тура требуют наибольшего внимания или контроля. Мне кажется, здесь полностью все должно быть во внимании и в контроле. Да? Ну, достану, в общем, какая энергетика, на что она больше намекает. Вышла карта десятка пентаклей, это карта, однозначно карта семьи, вот собрались возле костра вся семья, и фанаты, и группа BTS. Карта намекает on забота, безопасность, ну, например. Однозначно карта физического состояния. Все счастливы, видите, вот собрались совместно за костром, да, что-то обсуждают. Ну, понимаете, они нам
дадут контент, мы его будем обсуждать, будем радоваться. В общем, безусловно, просто шикарная карта. Вот. Ну, здесь, в общем, все есть, да. Вот. Так, дальше у нас безопасность и защита. Ну, мы говорили, начали стрим с этого. Насколько хорошо выстроена система защиты группы BTS во время тура? Ну, какая карта, например, выйдет? Больше каких-то внешних факторов? Или все-таки, знаете, ну, там, нарушение порядка, или нарушение там, безопасности, или, например, возможно, компании карта выйдет, это принятие каких-то мер современных, предотвращение проблем, ну, скажем, давайте вот достанем карту, да, что будет достаточно или требует усилия какого-то или еще. Вышла рыцарь Пентаклей карта. Безусловно, карта действий. В этой карте требует усилия, но карта говорит, что предпринимают, естественно, какие-то современные меры по этой карте, предотвращают что-то, если нужно предотвратить, да. Как правило, в этой карте, знаете, ну, такая не импульсивная карта. Она не говорит о масштабных каких-то беспорядках, там, да, о нарушении безопасности. То есть энергетически очень хорошая карта. Вот такая карта вышла. Дальше. Участники и состояния. Как себя чувствуют сейчас ребята вообще в группе BTS? Вот тоже об этом спрашиваете, пишите в комментариях свой взгляд на это. Да? Ну, много от вас такого вы пишете. Да? Вот. В каком эмоциональном, энергетическом состоянии сейчас группа BTS? Да? Ну, в общем, какие сложности или... Что для них самое сложное в этот период? Что помогает им выдержать такой масштаб и давление, скажем, ну, в этом ключе? В каком участнике есть состояние? Девятка чаш. Ну, состояние отличное, понимаете, да? Они счастливы, вообще такая супер карта. Это однозначно карта участников и состояния. Это карта коллектива, понимаете, да? Очень часто выходит карта на корпоративы. Эта карта, в общем, ну, скажем, самая сложная, потому что карта все-таки, ну, она под итога такого окончания, да, самая сложная, в общем, уже позади, да, скажем, самое сложное будет впереди. Самое сложное, подготовительный этап они сейчас прошли, да. И, в принципе, такая очень эмоциональная карта. В каком состоянии они входят, да, в этот тур? Эмоциональное или больше такое больше эмоциональное. Они счастливы, что это все вот скоро-скоро начнется. Просто, безусловно, по этой карте счастливы. Девятка чаш. Вот. Итог какой мы скажем по этому вообще всему, да? Ну, я не буду уже доставать карты. Ну, давайте доставим. Что их ждет? Успех. Переход, в общем, на следующий уровень, да, освобождение, только не понимаю от чего, в общем, да, вот, ну, давайте, возможно, карта с советом будет для фанатов. Карта вышла, семерка жезлов, ну, она больше, если вы посмотрите, короче, здесь щел возле шатра, а вокруг такие вот народ, да, и они пытаются, в общем, напасть на него, что ли, да, и на этот шатер, и на этого человека, в общем, ну, если внимательно посмотреть на карту, и вам так поближе ее, видите, он там человек, и вокруг, и он как бы защищается от них. Да, карта, она, безусловно, семерка жезлов, я не раз об этом говорила, она тоже несет своего рода, знаете, с внешним карта связана. Вот, но мы сейчас не об этом, мы больше, что их ждет, да, перехода карты своего рода, да, в этой карте как такового еще успеха нет, здесь больше в этой карте переход, еще карта, знаете, поддержки, если для фанатов поддержать, и, например, быть больше наблюдателем, ну, например, скажем, ну,
наблюдать за ними мы так можем, да, заботиться, как мы можем о них заботиться. Ну, разве что там, допустим, с комментариями там положительными и так далее, чтобы не навредить им, да. Вот именно карта связана, конечно, если мы посмотрим, возможно, с нанесением какого-то ущерба в негативе может быть в этой карте. Вот защищаться, видите, от тех, которые от внешних каких-то обстоятельств. Да, для фанатов эта карта больше поддержать их, а для них, в общем, эта карта своего рода освобождения от чего-то, ну, может она включать это, и переход, в общем, на следующую ступень, ну, скажем так. Да? Ну, в принципе, вот я и разобрала ваши вопросы. Единственное, я не увидела, почему у меня этого нет, потому что вы там, вот что касаемо ребенка, что были вопросы, что похож на Чонгука ребенок. Почему именно так? Вот. И я не могу найти этих вопросов. Вы слышали? Я даже не говорила об этом, потому что у меня этого нет, понимаете? Вот. У меня этого нет. И я не могу сейчас спросить, что касаемо, в общем, по текста нет. Я уже разобрала и логические карты достала. Ну вот не могу, к сожалению, спросить, просто вопрос не сформулирован. Хотя я реально это включала в обсуждение, потому что от вас было такое, да, что вот у ребенка глаза похожи, такие, как у Чунгука, в общем, да. Но не могу найти этого, реально, честно скажу, не могу найти вопроса, да. Вот, пишите. Все, заканчиваем. Пишите, пишите ваше мнение, в общем, вот, на стрим. На те ситуации, которые мы обсуждали. Что бы вы хотели еще обсудить? Так, посмотрю сейчас. Пишите, как поживаете, пишите комментарии. Так. У меня так сообщение такое, надо поменять, не знаю, булькает. Слышите, как буль, буль. Точно чаши, как чаши. Ну вот, по поводу, почему Тэхён выложил этого ребенка? А разве он выложил этого ребенка? Ну, первый взгляд на глаза девочки похожи на Чонгука, такие же большие. Может, и Тэхён тоже так подумал. Девочка похожа на Чонгука, такая же красивая. Тут тоже такая фотография в соцсетях, да? Ну, я не знаю, искусственный интеллект постарался или такая фотография действительно есть. Напишите ваше мнение, что вы думаете по этому вопросу. Тоже такой вопрос. В общем, много информации по поводу этого фото. Пишут, что это не искусственный интеллект, но есть некая корректировка. Ну, то есть, наверное, ретушь, да, прошло фото это. Но на официальных источниках, в официальных источниках, что касаемо компании Hype, этого нет. Но
Фанаты представляют, логотип красный. А что, если реально парни свой первый концерт выйдут в красных костюмах? Уж очень много намеков на это. Ну, давайте карту достанем. Может, здесь вторую. Блин, какую карту достать? Возьму другую колоду. Так, вот взяла другую колоду. Сколько там времени? Так, достанем сейчас. Так будут ли они, вот эта фотография, да? Будут ли они в красном вообще? Будут они в красном выступать, да? В красных таких нарядах. Ну, давайте достанем каждую. Будут они ли в красных? Короли BTS, все в коронах, в общем, да? Вышла карта Дева. Ну, я хочу, ну, возможно, в этой колоде, я давно на них не гадала, на этих, вообще, я не знаю, сколько, год, наверное, не гадала на этих картах. Ну, смею предположить, это жрица, наверное, если 2 стоит, да, это, возможно, жрица. По жрице, если красная, да, в этой карте есть красная. Хотя здесь у нас, ну, эти карты, они вообще про природу. Вот. Ну, если взять жрицу, да, безусловно, карта жрица может быть красная, да. Вот, в этой карте. Да, может быть красная. Вот. Так, дальше, что здесь еще? Ребята, выйти на сцену, первый концерт свой в костюмах, в красных костюмах. Да, карта не исключает. Ну, карта такая, знаете, она богатая, роскошная такая карта, роскошно одетая. Ну, не исключено. Дальше, смотрите, какая интересная тоже статья. Ну, это я вопросы сейчас прохожу по вопросам. Вы что-то не пишете ничего? Ой, да здесь вообще сколько сообщений, блин. Ладно, сейчас я их не листаю. Так, у Ча-Ин, наверное, вы видели, да, проблемы с законом. Вот, так, у него проблемы с законом. В первой половине 2025 года в отношении Ча-Ин, в общем, было проведено расследование по подозрению в уклонении уплаты налогов. И, как утверждается, Национальная налоговая служба, Национальная налоговая служба дождалась завершения его призыва на военную службу, как того требовала сторона ЧА, прежде чем отправить результаты налогового расследования. Ну, в общем, не буду зачитывать всю статью, там, в общем, смысл в чем, да, вопроса. Ча-Ин завербовался в армию в качестве солдата срочной службы в июле прошлого года, если это кто не знал. Сообщается, что они ожидают результатов предварительной проверки, запрошенной для обжалования решения Национальной налоговой службы. А вообще, я так поняла, что здесь, в общем, мама Ча-Ину, в общем, не платила налоги, я так понимаю, да? Вообще непонятно, кто с них там платил, не платил. Но вопрос такой, как на эту новость отреагировал Чунгу? Предложил он свою помощь или Ча-Ин не нуждается в ней? Вот такое, да? Вот такое. Вот, давайте достанем карту. Просто, да, нет, в общем, да? Предложил ли он свою помощь? Так, ну, мы же знаем, друзья, он поддержал его там, была премьера фильма, и Чунгук поддержал, был, в общем, на этой премьере. Мы видели, давайте вот достанем как на эту новость отреагировал Чунгук, в общем, да. Предложил он свою помощь Чаину, возможно, он в ней не нуждается. Вот это не нуждается, а это предложил, ну, клевер вышла карта, да. Это уж однозначно карта, в общем, поддержки предложил клевер, это точно. Это карта, в общем, открытости какой-то. Клевер вообще такая клевая карта, но у нас есть вопрос, как он отреагировал на эту новость. Да? Ну, он воспринял ее, в общем, нормально воспринял, да, истерик нет.
никаких истерик нет. Карта, естественно, вот клевер, она затрагивает, ну, например, что-то прошлое, то есть связь какую-то. То есть я хочу сказать, Чонгук и Ину, они, у них давно связь, это, видите, да, эта карта с прошлым связана, настоящим, будущим, в общем, клевер. Однозначно карта поддержки, да. Ну, вообще карта очень хорошая, да. Обсуждают, в общем, с ним открыто, делятся какой-то информацией, как он отреагировал, да. Истерик нет, в общем, да. Наоборот, поддержки. Готов его, скажем, поддержать. Но следующий у нас вопрос, и я достала вот эту карту, чисто на этот вопрос, предложил он свою помощь Чаину. В общем, и нуждается ли он в ней? Да, безусловно, корабль вышла. Эта карта может говорить о том, что нуждается он в помощи. Ну, здесь на карте написано путь, препятствие. В общем, карта своего рода пути. Знает, как двигаться, куда двигаться, потому что вопрос, предложил ли помощь, да, нужна ли помощь Чаину, да, в общем, да. На карте написано, ты идешь туда, куда тебе нужно. В общем, они нашли в этом вопросе друг друга, что касаемо, да, вот этой ситуации. И клевер, и корабли, очень хорошие карты, в общем, общаются и поддерживают друг друга. Класс, в общем, да. Дальше, что здесь еще? Ну, по поводу Селина отправила поздравительный букет на открытие выставки. Все этот букетик увидели, да. Выходя за рамки формы и жанра, мы искренне поздравляем, ну, то бишь Тэхёна, с разнообразными уникальными художественными гранями, которыми накоплена выставка. Это касаемо выставки, да, они его тоже поддерживают, Селин, он тоже, в общем, их поддержал, вы видели, да, в куртке от Селин, в общем, и так далее, да, от Селин, в общем, команда Селин, в общем, еще бы не поддержала, Тэхён амбассадор в их одежде, в общем, он их бренд поддерживает, а также и Селин его поддерживает, в общем, вопрос. Остальные бренды поздравят Тэхёна, может, посетят выставку. Давайте достанем карту. Да? Что касаемо остальных брендов, да, там много брендов, в общем, выставку. Ну, поддерживают ли выставку остальные бренды, да? У меня, конечно, в эту тему уже много сразу появилось дополнительных вопросов, но у нас как бы вот... Эта карта мужчина вышла, первый дом гороскопа вообще, очень хорошая карта. Это, в общем, возможно, он. И если в этот дом, можно сказать, что он достиг желаемого, заявил о себе, карта такая, да, заявить о себе. В этой карте, безусловно, есть поддержка, карта направления, движения, в общем, знаете, что делает. А мы у нас вопрос. Бренды, остальные бренды поздравили ли Тэхёна? И посетят ли выставку? Ну, ты идешь в нужном направлении. Да, посетят представители выставку. Кто-то посетит выставку, однозначно. Что касаемо даже... Возможно, не посещение, возможно, они просто его поддержат, да. Ну, там, не знаю, напишут что-то, возможно, ему, да, и написали. Вообще, как бы, вот здесь написано туз чаш. Ну, туз чаш, хорошая карта общения, поддержки, в общем. Классная карта вышла, да, безусловно, карта говорит о том, что и посетят выставку, и поздравят. Да, наверное, больше карта говорит о поздравлении, нежели посещении. Ну, возможно, кто-то и посетит. Вот. Карта не исключает этого. Хорошая карта вышла. Так. По поводу защиты мы говорили уже, да. Вот даже Ки написала в Твиттере: мы требуем ответа на нашу жалобу. Они продолжают угрожать вашему артисту Ким Тэхёну. Мы сообщаем об этой проблеме уже несколько месяцев, но пока не видим никаких результатов. Пожалуйста, защитите своего артиста. Я, кстати, давным-давно, если это речь идет о... Я сказала вначале, что я не изучала эту женщину и не занималась ее поисками. Но когда-то я столкнулась с такой ситуацией, например, женщина, она просто поливает грязью Тэхёна,
И вообще группу BTS затрагивает и говорит плохо. И вообще она, ну, я, скажем, перешла по этой ссылке, и, наверное, это видео, на которое была ссылка, я его посмотрела, да. Реально от этой женщины, ну, просто прет негатив. Если именно эта женщина говорит о угрозах Тэхёна, да, возможно, я ее потеряла, я больше ее не посещаю. Но была такая ситуация давно, возможно, полгода назад, да, что-то такое, что она просто говорила, даже такое что-то, знаете, я все уйду с ТикТока, закрою там все, да, удалю свой аккаунт, потому что, в общем, что-то неприемлемо общение там, да, вот Чунгука, там, Тэхёна, в общем, или еще чего-то. Я 100% не помню, какая была ситуация, вы можете напомнить, да, но мне это реально присылали, я это смотрела, но очень давно. Вот. Вот так. Вот, это поклонница Чимина, бабуля, официально заявила, ну вот бабули, да, что хочет прийти на концерт BTS и облить там Тэхёна кислотой. Ну вообще ненормально. Если она это сказала, это вообще просто. Вот так. Даже вообще. Ну, я говорю, вот именно я столкнулась с такой ситуацией, что вот я прямо говорю о том, что я все-таки, мне когда-то присылали о какой-то женщине, которая она просто там вообще готова закрыть аккаунт, удалить его, лишь бы не слышать о Чунгуке и Тэхёне, в общем, о Тэхёне, там такое, я с таким сталкивалась, в общем. Вот. Подписывайтесь в телеграм-канал, там Татьяна у нас активничает, пишет интересные фанфики, так занимается творчеством, а еще размещает интересную информацию. Кто желает поддержать, можете поддержать, в общем, да, задонатить, там в телеге есть ссылочка. Донат, он своего рода, знаете, не просто донат, а донат, например, вы можете подписаться, это донат как подписка в платную группу на телеграм-канал, да. Также на Бусти можете поддержать. Ну, в принципе, все. Почитаю ваши комментарии и все. Ну, я буду сейчас почаще к вам выходить. Такая у меня цель. Поэтому вы можете писать вопросы, задавать какие-то темы для общения, чтобы нам было интереснее общаться. Вот, вот так. Что у нас здесь? Давайте посмотрим. Ой, что-то я так пролетел. Ой, а где вообще, куда мне еще листать? Я не найду, девчонки, если честно, начало. Вот. Надо было все-таки отвлекаться и читать. Много комментариев. Ну так, выборочно посмотрю. Здравствуйте, классного эфира, Оксана пишет. Да, спасибо. Читаю, вот, читаю. Вот. Я же скорее вам донести информацию, понимаете, чтобы не отвлекаться, фокус не терять вот с вопросов, понимаете, да? Сколько больных людей? Всех переженили, всех переругали, официально ничего нет, но они же знают лучше других. Хватит сплетни собирать. Понимаете как? А вот если возьмем ваш комментарий, мы не собираем сплетни. Вы их сами, эти сплетни, разносите, да? Разве блогеры их собирают, эти сплетни? Вот даже если взять, например, ну, больше информации на основном канале, да, здесь вот как-то мало информации, это дополнительный канал. И я хочу сказать, у меня как бы канал изначально под эту тему открыт. Это обсуждаем, в общем, секреты звезд, да, так канал об этом, да.
И с помощью Таро, астрологии мы говорим о том, о чем говорят в социуме, понимаете, да? И я выгружаю часто и даже скриншоты комментариев, какие пишут, да, в тему того, что обсуждаем. А здесь никто не собирает никакие сплетни. Мы просто это обсуждаем, понимаете, да? Это нормальная ситуация. Если вы посмотрите новости, зайдите, например, ТВ новости, да, вы смотрите новости, что вы там слышите? Можно также сказать на них, написать им в комментарии: хватит собирать сплетни. Можно также на них сказать, потому что они также обсуждают, что в мире происходит. А мы с вами точно так же обсуждаем, что происходит там с группой BTS, да, внешние какие-то обстоятельства. Также разбираем их какой-то контент, что у них там происходит, что они дают. Это нормальные вещи, да. Если говорить вашим языком, то можно вообще закрыться, потому что везде обо всем говорят все. И можно сказать, все люди сплетничают, да. Люди просто говорят. Вот, расслабьтесь. Как я говорю, расслабьте булки. Это мое, наверное, любимое, там, коронное, да. Хотя многие так говорят, но я люблю так говорить. Расслабьте булки, да, живите проще. Писать и ругать — это еще цветочки. Лишь бы ничего не причинило Тэхёну, пусть хайп не дремлет. А мы видели, какая карта вышла. Я сказала, да, говорю, какая карта, какая больше энергетика выйдет, да. И карта больше энергетики вышла, все-таки рыцарь, там вышла карта больше предпринять что-то, что касаемо, да. Вот. Не то, что, допустим, да, там бездействие, да, или так далее, а реальной работы над чем-то. Посмотрите, да, вначале я доставала карту, вам объясняла. А фанаты наши молодцы, что пишут письма, например, я очень за Тэхёна волнуюсь. Да, и я сказала о том, что молодцы те, кто пишет, да, вот зачитала от Ки, да, послание. Татьяна мне здесь набросала, в общем, наш администратор с телеги, и я вам его зачитала. Да, да, безусловно, вот видите, там пишут уже много месяцев, то есть если взять эту тетю, она, наверное, уже очень давно там агрессивничает, да. Вот, в новостях иностранцы говорят, что из Мексики, да, эта тетка из Мексики грозилась облить его кислотой, что он мешает Чингуку и Чимейну. Ну, возможно, это та тетя, которую я смотрела там полгода назад, да. У Тэхёна трое жены и три... у Тэхёна 3 жены и 3 дети. Вот так написано. У Тэхёна 3 жены и 3 дети. Понятно? От каждой жены по дети. И вот, да, понимаете, и сейчас я прочитала этот комментарий, вот я повторяю ваши слова, это вот как раз тема разговоров, слухи, сплетни, понимаете, да? А вы мне потом говорите, хватит собирать слухи, там, сплетни, да? Так, интересно, каким образом Тэхён может мешать любви Чона с Паком, да? Ну, каждого, в общем, каждого айдола прилепили к кому-нибудь, в общем. А вы видели, да, что такая новость, в общем, что Чингук и Тэхён там выиграли судебное заседание, и им там, в общем, еще увеличили там исковое заявление, я так понимаю, да, и иск этот увеличился там с одной суммы там на другую, по-моему, где-то около 50% увеличения, да. Ну, что-то хайп все забирает, а какая-то маленькая... Ну, хайп, наверное, из-за того, что она использовала их материал, их контент, например, да, ну, там совместный иск был, да, вот. Затрагивали личные темы и, в общем, их как артистов, да. Ну, поэтому совместный иск, возможно, как бы поделили поровну. Вы можете в телегу пойти почитать, там Татьяна, в общем, по поводу этого набросала. Он же неравнодушный и не бездушный человек. Почему Тэхён не может нравиться какой-то малыш? Да, безусловно. Я же говорю, просто листал ленту, да, его песня, образ, ребенок, да, просто отклик, да, такой эмоциональный отклик. И мы достали карту Таро, да, она
больше намекнула нам на эмоциональный отклик. А бедным айдолам вздохнуть нельзя, как можно не среагировать. Да, если я говорила, статистику посмотреть, обычно айдолы этого не делают. Вот. А вот кто-то ответил, даже Надежда там написала: девушка, вам что, Тэхён рассказывала, у него столько жен и детей. В общем, так. Вот такой написал Петр: идиоты без мозгов пишут, не лезьте в их жизнь, а сами ползают по каналам и срутся, хотят заставить всех, чтобы любили всех парней одинаково. Этого никогда не будет, у каждого своя любовь. Ну, понимаете, да? Вот. То, что я как бы говорила, вам, да, озвучила, как бы в тему этого. Ну ладно, спасибо вам большое за поддержку. У нас уже солнышко садится. Вот, еще раз напомню, что я буду почаще выходить на этот канал, на основной канал. Также пишите вопросы для карт Таро, делаем расклады, общаемся. Всех люблю и всем пока. Спасибо вам за поддержку, вы такие молодцы, я вас люблю, вы супер.